Здравствуйте! Очень рада снова встретиться с вами. Снова это ночь. Надо выходить из этого графика. Хочу приготовить деткам завтрак, потому что сегодня был сложный день. Хочу сделать творожные булочки к молочной кашке завтра. Эти булочки они смогут взять с собой и даже в школу. Такая доча, как Снежана и Анюта, они обязательно собирают с собой ланчи. Сегодня мы ездили, покупали торты, и я была в таком шоке. Да, обычные торты в таких магазинах, как Магнит, там можно 600, 500, 700, 800 рублей. Но чуть подороже магазинчики. Обычный стоит торт. Спрашиваю, с чего? Обычный бисквит, пропитан сметанковым кремом, 1600. Цены сумасшедшие, 1900 рублей. Так получается, это все, что мы делаем. Пирожное одно 120, 90. Да, если одно пирожное 120, 90, все от этого зависит. Так, поэтому мы делаем сами. Вот это... Эти булочки, они настолько просты, что вообще их несложно делать. Сейчас я смешиваю такие ингредиенты. Это ты намекаешь, что даже ночью их можно легко их сделать. Можно быстро сделать, да. Они будут выпекаться при 180 градусов 30 минут. Ванильный сахар. Я положила творог, яйцо, ванильный сахар. Просто сахар. Просто сахар. Это ванильный сахар, это соль. И я хочу, так как у меня творог домашний, он крупный, я хочу его немножечко блендером. В однородную массу. Сегодня ездили, и сейчас Иван все-таки с Валборис заказал с Валборис замок такой. Кодовый. Кодовый на калитку. Потому что дети ключи теряют. А это будет ключ, но еще кодовый замок. Такие обстоятельства разные, что страшно деток, порой даже 10-13 лет, ну, как бы их никогда они по одному не остаются. У нас и бабушка с дедушкой. Ну, страшно оставлять дома. Потому что обижают маленьких детей. Я боюсь, что мне прям страшно. Все. Вот такую однородную массу я перемешала. Вот так однородная масса такая получилась у меня. Вот она. Теперь я высыпаю, беру масло, подсолнечное масло. Перемешиваю. Очень просто, посмотрите, вообще ничего не надо делать. Ну и вот сегодня ездили, и вот в конце концов с Валборис заказали себе такой на калитку кодовый замок. Будем код, чтобы детки, калитка закрывалась, потому что ключи, когда много детей, это сложности. У меня здесь уже отмеренная мука сразу. Сейчас я ее просею. Это разрыхлитель. Муки может взять по-разному. У меня здесь немножечко больше, потому что все зависит от влажности творога. У детей прям такой небольшой бойкот у маленьких, особенно у Снежаны. Это придумала сегодня, что у нее болит живот. До тех пор придумывала, пока я не сказала: ладно, будешь спать с нами. Все. Заулыбалась, забегала. 2 дня не хочет ходить в школу вообще сегодня. Уроки делать плачет. Беда прям. Прям целая беда. Так.
Вот они, булочки такие. Ну все, я буду вручную замешивать. Так. Тесто такое хорошее. Я подумала, что я сделаю на завтрак. Вот эти булочки творожные, они очень вкусные. Детки их любят. И они будут свеженькие. Они как раз сейчас за ночь подостынут. И все. Тесто такое нежное-нежное получается. Так вот мы сделаем. И соберем сейчас это все. Послушное такое, так приятно мять это тесто руками. Оно такое прям послушное. Ну и представьте, что основная масса это творожок. Все. Духовочка у меня уже греется. Вот здесь у меня двойная порция. Рецепт. Двойная порция. А если одинарная порция, получается 10-8 булочек. Ну, смотря какие вы хотите сделать. Может, вы побольше сделать. Вот как помните, в детстве такие посыпушки продавались. Может, вы такие хотите сделать. Может, вы поменьше хотите сделать. Все зависит от того, какие булочки вы хотите сделать. Сильно мукой забивать не буду, потому что тесто послушное такое, хорошее. Даже миксер брать не надо. В общем, ну, грубо говоря, 10 минут на замес уже с доставанием из шкафчика всех ингредиентов, да? И 30 минут выпекается. Так, я положу на досточку, разрежу. Так, еще разрежу. Опа. Вот. Такие колбаски. Раз, 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 раз и раз. Первый противень уже поставлю, так как такие небольшие. Вплотную ложить их не буду. Пусть подходят. Вот так буду на таком расстоянии выпекать, чтобы они не были прилипшие друг к другу. Мне так хочется их. Вот по 3 штучки. Ну нет, наверное, по 4 все-таки. Большие делать не буду, чтобы малыши тоже взяли и скушали. Я маленькие делаю. Так. Погода у нас заливает. Заливает. Он не сильный дождь, но дождь идет и идет и идет. То есть то перестанет, то опять пойдет. То перестанет, то опять пойдет. В общем, какой-то сезон дождей. Ну вот тесто пополам поделенное. Это вот побольше чуть-чуть получилось. Не надо, чтобы все равномерно. И вот это побольше получилось. Чтобы все равномерно так. Оп. 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 Вот тесто пополам поделенное. И вот все чуть-чуть не поместятся, как жалко. Такие прям творожные-творожные. Утром детки их будут завтракать с ними. Кашку. Потому что что-то все какое-то сладкое, торты. Колбасу никто не ест, сыр никто не ест. Будем делать булочки. Ну и все-таки домашние, это домашние. Вот мы сегодня торты купили.
Я не попробовала, но посмотрела на детей. Домашняя есть домашняя. Но надо всунуть вот это вот чуть-чуть. Ну, какие-то прилипнут. Ладно, что тут 3 булочки. Ну, придется. Придется прям вот тут. Вот пусть вот так. Они большие, маленькие, я их побольше чуть-чуть сделаю. Во. Раз. И это. Ну, вот смотрите. С двойной порции... С двойной порцией у нас получилось 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 булочка получилась. То есть кто-то из детей 2 скушает, а кто-то 1. Так оно и будет. Ну а вообще всем по 2. И теперь хорошей сметанкой сверху смазываем. Чистая сметанка, не разбавленная, ничего. Такие красивые прям. Сегодня моя племянница прислала фотографии, как они гуляют в городе Комсомольске-на-Амуре. Я скучаю по снегу, но то, что прислала она, мне стало страшно. Ой, как у них холодно, как снежно. И на снег смотришь, я же понимаю, я же жила там. И чувствуется, что мороз градусов, наверное, 38-35 точно. Хотя они говорят, что у них сегодня чуть-чуть потеплей. Не знаю, я сказала, ой, им прям на WhatsApp. Говорю, не. Ни за какие ковришки. Холодно. Нет, конечно, если бы ситуация получилась, и мы опять поехали по обстоятельствам жить туда, конечно, бы жили. Ну, понятно. А ну, когда живешь, одеваешься, тепло по сезону, то живешь. Ну, а куда деваться? А сейчас, живя здесь, в тепле, неохота. Уже неохота. И я себя удивляюсь, что вообще-то я думала, что я буду очень скучать именно вот по морозу. Так, и теперь посыпаю сахарком. Вот так. Сахаром. Просто сахаром. Каждую булочку. Сегодня такая пирожина. Вот такая маленькая тарталеточка. Такая вот маленькая-маленькая тарталеточка. В ней, может, какой-нибудь маскарпоне, пол чайной ложечки. И лежит... Что там лежало? Мандаринки кусочек. 1 долька. А с этой стороны виноградинка, наверное. Оно даже на вид некрасиво, а дорого стоит. Делать надо, да. Очень дорого все стало стоить. Цены подорожали. Подорожали везде со страшной силой. Проехали мы сегодня по нескольким магазинам, где продается выпечка. Хотели такой столик разнообразный дома. Все. 180 градусов 30 минут. И ничего больше не делаю. Но я минут 20 пройдет, я через стекло посмотрю, в каком они у меня состоянии. Девочки, посмотрите, какое чудо. Смотрите. Красота. Запах стоит нежный-нежный на весь дом. Хотела посмотреть, минут через 20 забыла. Зачиталась. Дома тишина такая, все спят. Вот они, булочки, посмотрите, какие. Ой, они какие нежные. Ой, смотрите. Все пропеченное. Вот такие на завтрак я деткам. Ой, какие. Они прям очень нежные, очень-очень. Упс.
И недолго ты их Вообще 30 минут, 10 минут замешивала, и то еще просто разговаривала с вами. Такой вот будет шикарный завтрак. Их прямо сейчас хочется много скушать. Но нельзя, время поздно. Завтра деткам на завтрак, они как раз сейчас остынут. У тебя в последнее время рубрика такая идет на канале «Быстрый легкий рецепт». Это, Иван, не рубрика такая, а это жизнь такая. Мне надо быстро сделать и легко. А главное, чтобы детям было очень вкусно. Вот столько получилось булочек у меня. Но это двойная порция. Все, оставляю их остывать до утра. А утром дети встанут и с удовольствием будут кашку кушать манную в прикуску с этими булочками. Заодно еще и творог поедят, потому что булочки на твороге. Теперь я их закрываю. Пусть они стоят до утра. Никто их не трогает. До скорой встречи, друзья. У нас на канале стало 3000 подписчиков. Я первая из всей семьи говорю вам спасибо вместе с оператором. Он тоже благодаря тому, что у меня легкие рубрики, тоже со мной не спит. Он тоже со мной днем занимается делами, а ночами помогает мне участвовать в этой рубрике. Спасибо вам большое. Самое главное, что когда я сегодня зашла домой, мне дети об этом сообщили. Валера, мама, а ты знаешь, что у нас 3000 подписчиков? Я говорю, знаю, сыночка, я уже тоже увидала. Спасибо вам большое. До скорой встречи, друзья. Делайте булочки. Очень хорошие. Рецепт оставлю. А вот это количество у меня, это двойная порция рецепта.